Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Я очень рада вас видеть снова. Меня зовут Ольга Провентьева, и вы на моем канале про крипту «Крипторелакс». И сегодня я записываю очередное видео из серии, из плейлиста «Криптовалюта от А до Я» для чайников, для kindergarten, то есть для тех, кто хотел бы понять, что такое криптовалюта, самыми простыми словами, у кого нет желания разбираться в терминологии, в заумных определениях научных, и не хотелось бы, цепляя одну информацию за другой, докапываться до сути и тратить на это не просто минуты, часы, иногда дни. Итак, тема сегодняшнего видео – что такое блокчейн? Сегодня мы с вами поговорим про блокчейн. Итак, вы уже знаете, что криптовалюта живет в блокчейне. Что это такое? Это страшное слово, в кавычках, в связи с криптовалютой я уже несколько раз произносила в моих предыдущих видео и каждый раз переводила буквально по слогам. Блокчейн, цепочка блоков. Блокчейн – это, по сути, реестр данных. А теперь давайте сосредоточимся и попробуем произнести вот несколько предложений, которые являются официальным определением понятия блокчейн. Не пугайтесь сразу, просто послушайте, и если вам покажется, что вы слышите белый шум, то это вполне нормальная реакция на определение блокчейна. Итак, приготовились? Давайте, сосредоточились, несколько умных предложений, буквально определений. Блокчейн – это централизованная система хранения и передачи информации, при которой данные шифруются, объединяются в блоки, а затем сохраняются на компьютерах множества пользователей сети. Вся информация в этой системе хранится в цепочке блоков, что делает подделку или изменение данных практически невозможными. Главная особенность технологий – децентрализация. Нет единого центра управления или сервера, на котором хранятся все эти данные. Информация распределяется на множестве узлов по всему миру. И каждый узел, компьютер, содержит полную копию всех блоков. А вот теперь, после того, как правильные слова были произнесены, и мы не погрешили против науки, давайте все это объясним простыми словами и с примерами. Представьте себе следующие возможности. Вот что если бы можно было вести учет денег, данных и сделок без банков и посредников? Звучит как фантастика, но такая технология уже существует. И это технология блокчейн. Это система, которая позволяет хранить и передавать информацию без центрального контроля, при этом обеспечивая безопасность и прозрачность. Блокчейн – это честная цифровая система, где информация защищена, прозрачна и никому не принадлежит. Это технология, которая может изменить многие сферы жизни. И сейчас мы разберем, что это такое буквально на примерах и как эта технология меняет мир. Поехали. Ну что, визуализировали наш образ? Что же такое блокчейн? Давайте сформулируем это еще простыми словами. Представьте обычную книгу записей. В этой книге мы фиксируем важную информацию. Например, кто кому отправил деньги. Каждая новая запись занимает одну страницу. А когда страницы заполняются, мы переходим на следующую. В итоге получается целая книга. Вот такая последовательность записей связана между собой. Стало немножко понятнее. Вот так работает блокчейн. И это цифровой реестр, в каждом из этого блока
Информация хранится в виде цепочки блоков. Каждый новый блок содержит данные, связан с предыдущим и образует неизменную, защищенную систему. Но есть и еще одна важная особенность. Блокчейн децентрализован. Это значит, что его копии хранятся сразу у множества пользователей по всему миру. Если кто-то попробует изменить информацию в одном месте, остальные сразу это заметят. Поэтому данные в блокчейне нельзя подделать или стереть. Таким образом, блокчейн – это прозрачная, защищенная и надежная технология, которая не зависит от одного человека или организации. Движемся дальше. Мы уже разобрались, что блокчейн – это цифровая книга записей, в которой информация хранится в виде цепочки блоков. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Представьте, что у вас есть тетрадь с записями о долгах. Допустим, Петя одолжил Васе $10. Мы записываем это на новую страницу. Это и есть блок. Единица информации в блокчейне. Но просто записать данные недостаточно, чтобы все было честно, и никто не мог их подделать. Блок проходит несколько важных этапов. Запись информации в блок. Как это происходит? Каждый блок в блокчейне содержит какие-то данные. Это может быть финансовая транзакция. Например, Петя отправил Васе $10. Договор или контракт. Это могут быть данные о доставке товаров или голосовании. Так что блокчейн можно использовать не только для денег, но и для других сфер. Давайте посмотрим, для каких именно других сфер это можно использовать. Уникальный код – это защита от подделок. Теперь представьте, что в каждой странице в нашей тетради, книге есть особый цифровой отпечаток, уникальный код, который называется хэш. Этот хэш, как печать или подпись на документе, он зависит от всех данных внутри блока. Если хоть одна буква изменится, код тоже поменяется. Пример. Вы подписали договор. Кто-то втихую добавил к нему лишний пункт, вашу оригинальную подпись подделать сложно, а вот в блокчейне это вообще невозможно. Потому что система сразу увидит, что код изменился. Вот так работает блокчейн. Дальше. Что происходит дальше? Блоки соединены между собой. Теперь самое интересное. Каждый новый блок в блокчейне связан с предыдущим. Помните, у блока есть уникальный код. Хэш. Он называется хэш. Так вот, следующий блок хранит не только свой код, но и код предыдущего блока. Это как если бы каждая страница в тетради начиналась с номера последней страницы. Так создается цепочка блоков, где каждый блок подтверждает подлинность предыдущего. Вот так. А почему блокчейн невозможно подделать? Вот теперь давайте представим. Объяснение. Что мошенник хочет изменить, например, данные. Ну, например, стереть долг Пети перед Васей. Чтобы это сделать, ему придется изменить данные в одном блоке, пересчитать его хэш, изменить все последующие блоки, ведь они взаимосвязаны друг с другом, взломать тысячи копий этой цепочки у других пользователей. Это практически невозможно. Даже самые мощные компьютеры не смогут переписать всю историю блокчейна. И это именно так и звучит. Итак, вывод. Блокчейн хранит данные в виде цепочки блоков. Каждый блок имеет свой уникальный код хэш, который защищает его от подделки. Блоки связаны друг с другом, а значит изменить старые данные нельзя. Благодаря этим принципам блокчейн – это честная и защищенная система, где все прозрачно и надежно. Итак, мы уже с вами разобрались, как работает блокчейн и почему его сложно подделать. Но почему он считается одной из самых безопасных технологий в мире,
Вот с этим давайте разбираться. Поехали. Децентрализация – это информация не хранится в одном месте. Представьте, что у вас есть единственная копия важного документа, например, договор. Если его потерять или кто-то его подделает, вы ничего не сможете доказать. А теперь представьте, что эта копия есть у тысячи людей одновременно. Даже если один человек попытается изменить что-то в своем экземпляре, то все остальные увидят, что данные не совпадают. Именно так работает блокчейн. Вся информация хранится не в одном центре, а сразу на тысячах компьютеров по всему миру. И если кто-то попытается взломать систему, ему придется изменить все копии блокчейна сразу. А это невозможно. В качестве примера это как групповая память. Если кто-то забудет или исказит факт, тысячи других людей подтвердят, как все было на самом деле. Это так. Дальше. Криптография – это основа, это цифровая защита. Вы, наверное, слышали слово шифрование. Это когда информация превращается в сложный код, который невозможно понять без специального ключа. Блокчейн использует сложные математические алгоритмы, которые защищают данные от подделок. Как это работает? Каждая транзакция или запись получает универсальный цифровой код. Вы это уже знаете, хэш. Даже если изменить одну букву или цифру, код полностью поменяется. Нельзя подобрать новый код вручную. Это займет миллионы лет. Даже для суперкомпьютера. Пример. Представьте, что ваш банковский сейф запирается кодом длиной в сотни страниц. И этот код нельзя взломать даже самыми мощными технологиями. Вот так работает, собственно говоря, блокчейн. Дальше. Что происходит дальше? Еще один аргумент в пользу безопасности. Консенсус. Конечно. Доверие сообщества. Допустим, вы играете в настольную игру с друзьями, а кто-то говорил: я выиграл. Вы же не поверите им просто так. Все игроки должны согласиться, что он действительно победил по правилам. Также и в блокчейне любые изменения подтверждаются большинством участников. Если кто-то хочет внести новую информацию, например, перевод денег, другие пользователи должны это проверить и одобрить. И только когда большинство скажет «да, все правильно», данные записываются в блокчейн. Никто не может просто так взять и поменять цифры в свою пользу. Это как честное голосование. Если кто-то попытается схитрить, все остальные увидят это и не дадут изменить правила. Дальше у нас вывод. Блокчейн – это не просто цепочка, да, как вы понимаете, это супер защищенная система, которая держится на 3 принципах. Мы их только что рассмотрели. Картинка: децентрализация, данные хранятся у всех, они в одном месте. Криптография, сложные математические коды защищают информацию. И, как вы понимаете, консенсус. Решения принимаются только по правилам, и никто не может их изменить. Именно поэтому блокчейн считается надежнее традиционных систем, будь то банки, базы данных или обычные реестры. А теперь давайте перейдем к следующей части нашего видео, где используется блокчейн. И начнем мы, естественно, с чего? С того, о чем этот канал, с криптовалюты. Криптовалюты, биткоин, эфириум и другие. Наверняка вы слышали о биткоине. Это первая в мире цифровалюта, которая работает на блокчейне. Мы с вами об этом говорили, писали. Так вот, в чем отличие от обычных денег? Биткоин нельзя напечатать или подделать, потому что его выпуск контролируется блокчейном. Все переводы записываются в цепочку блоков и доступны для проверки любому желающему. Вам не нужен банк.
Вы можете отправить деньги на другой конец света за несколько минут. И пример. Обычный банковский перевод за границу может занять несколько дней и потребовать кучу документов. Заметьте, биткоин же позволяет отправить деньги моментально и без посредников. А теперь давайте оставим немножко в стороне криптовалюту, мы об этом много говорили, и давайте разберем ключевые сферы реального мира, где блокчейн применяется уже достаточно давно и меняет мир. Пример тому – банковские переводы. Они быстрее, дешевле и безопаснее. Блокчейн использует ведь не только криптовалюты, но и крупные банки. Они тоже уже используют блокчейн для переводов, потому что это, как мы с вами понимаем, быстрее, дешевле, безопаснее. Деньги приходят моментально, дешевле, не нужны посредники, и безопаснее нельзя подделать или изменить запись. Простой пример. Представьте, что вы отправляете деньги за границу через банк. Деньги придут через несколько посредников, каждый из которых берет комиссию. А в блокчейне вы переводите деньги напрямую получателю, без, собственно говоря, лишних задержек и без лишних затрат. И это существенное преимущество использования блокчейна в реальном мире, в реальной жизни, в банковской сфере. Давайте с примеров. Он буквально у вас на экране. JP Morgan Chase. И внутри этого банка проект Onyx и GPM Coin. Система для мгновенных международных платежей и цифровой валюты. Блокчейн позволяет переводить, проводить транзакции быстрее и дешевле, без посредников. JP Morgan Chase – один из крупнейших банков США и мира, активно внедряющий технологии блокчейна. В этом направлении он развивает два ключевых проекта. Это Onyx и GPM Coin. Onyx – платформа для блокчейн-решений. Это блокчейн-платформа, созданная для инновационных финансовых решений. Ее основная цель – ускорить и упростить межбанковские платежи, расчеты по ценным бумагам и другие финансовые операции. Link – это сеть для быстрого обмена финансовыми данными между банками. Она позволяет ускорить проверки и верификацию платежей. И Onyx Digital Assets – это система для токенизированных активов, которые автоматизируют расчеты по ценным бумагам. GPM Coin, наконец, цифровая валюта для платежей. GPM Coin – это стейблкоин, заметьте, привязанный к доллару США, предназначенный для моментальных и безопасных переводов внутри банка между клиентами JP Morgan. Он запущен в 2019 году, используется крупными корпоративными клиентами, позволяет совершать мгновенные трансграничные расчеты и работает на частном блокчейне JP Morgan, основанном, заметьте, на эфириум. Почему это важно? JP Morgan – один из первых традиционных банков, который разработал и внедрил собственный блокчейн. Причем для реальных финансовых операций. Его проекты показывают, как крупные банки могут использовать блокчейн для повышения прозрачности, скорости и безопасности платежей. И это реальность наших дней. Мы сейчас только о JP Morgan, но список этих банков можно продолжать. Он не единственный. Давайте просто кратко перечислим несколько. HSBC, Великобритания. Банк использует блокчейн для межбанковских расчетов и торговли ценными бумагами. В 2019 году провел 250 миллиардов долларов через блокчейн-платформу. Santander, еще один банк, Испания, один из первых банков, внедривших блокчейн для международных переводов, а его проект OnePayFX позволяет клиентам совершать быстрые и дешевые трансграничные платежи. Deutsche Bank использует блокчейн для оптимизации международных расчетов и хранения данных, работает с цифровыми активами и разрабатывает платформы для токенизированных финансовых инструментов. Блокчейн помогает сокращать издержки банкам, ускорять переводы и повышать безопасность. Эта технология становится стандартом в финансовом секторе.
С банками закончили, это понятно. Теперь вторая часть реального мира, где используется смарт-контракт, где используется блокчейн, простите, я уже перескочила. Смарт-контракты, умные контракты, то есть сделки без нотариуса. Вы когда-нибудь подписывали договор, например, договор аренды квартиры? Обычно это требует юристов, нотариусы, много бумажной работы. А теперь представьте, что вот такой договор сам следит за выполнением условий. Деньги автоматически перечисляются при выполнении условий. Нет возможности исправить или отменить договор в одностороннем порядке. Все прозрачно, а значит, никто не сможет обмануть. Пример. Допустим, вы арендуете квартиру через умный контракт. Как только деньги поступают на счет арендодателя, система автоматически отправляет вам цифровой ключ от квартиры. Никто не может изменить условия или задержать оплату. Это был гипотетический пример, как вы понимаете. А вот лишь некоторые примеры из реальной жизни, конкретные страны, города и сферы деятельности. Интересно об этом? Давайте приведу такие примеры. Пожалуйста, начинаем. И вот вам такой пример. Эстония. Эстония. Цифровое управление и недвижимость. Эстония давно внедряет блокчейн и умные контракты в государственные услуги. В стране действует e-residency, которая позволяет бизнесам работать удаленно через блокчейн. Умные контракты используют для регистрации недвижимости. Сделки могут заключаться автоматически и без нотариуса. Движемся дальше. И перед вами следующая страна – Швейцария. Цуг, криптодолина. В городе Цуг, Швейцарии, действует продвинутая блокчейн-инфраструктура. Здесь можно регистрировать компании с использованием смарт-контрактов. Умные контракты применяются в голосовании и финансовых транзакциях. И, наконец, следующий пример. Конечно, США. Мы не могли не привести этот пример. В США примерами недвижимости и юриспруденция. В Вермонте узаконили использование блокчейна в судебных разбирательствах. В Вайоминге признали умные контракты юридически значимыми. А в Калифорнии и Нью-Йорке тестируются проекты с токенизацией недвижимости. Покупка, продажа через блокчейн. Вот оно, будущее, которое начинается сегодня. Итак, движемся дальше, к следующим примерам, к следующим отраслям. Третья сфера реального мира, где используется блокчейн. Это цифровая идентификация и хранение данных. Это защита ваших данных. Сегодня личные данные хранятся в базах данных, соцсетей, государственных сервисов. Но эти базы можно взломать. С блокчейном ваши документы могут храниться в защищенной системе. Их нельзя подделать или украсть. Представьте, что у вас есть важный документ. Например, диплом или медицинская карта. Обычно он хранится на серверах какого-то учреждения. Его можно потерять, подделать или взломать. Как помогает блокчейн? Все данные записываются в цепочку блоков, и их нельзя изменить или удалить. Копии хранятся у множества пользователей, поэтому информация не потеряется. Доступ можно получить с любого устройства, но только с помощью универсального ключа. Попробуем разобраться, где это используется. Пожалуйста, сейчас попробуем и разберемся. И вот вам еще один пример. Университеты хранят дипломы в блокчейне. Да-да, именно такие и есть. MIT, Massachusetts Institute of Technology, Массачусетский технологический институт. Он находится в США, в городе Кембридж, штат Массачусетс.
Это один из ведущих мировых университетов в области науки, технологий и инженерии. МИД использует блокчейн для хранения цифровых дипломов, чтобы выпускники могли безопасно подтверждать свою квалификацию без риска подделки. Следующий пример. Компании защищают патенты и авторские права с помощью блокчейна. И таких примеров множество. Медицинские учреждения, наконец, фиксируют истории болезней пациентов. И такие примеры тоже имеются, и их довольно много. Движемся дальше. Что у нас дальше? Четвертая часть реального мира, где используется блокчейн. И это часть голосования и логистика. И это защита от подделок. Голосование на блокчейне, выборы без фальсификаций. Никто не сможет изменить или удалить ваш голос. Это защищает выборы от фальсификаций. Например, в США уже тестируют электронное голосование на блокчейне. Традиционные выборы зависят от чиновников и систем голосования, которые могут быть взломаны или подделаны. Как помогает блокчейн? Каждый голос – это уникальная запись в блокчейне, которую нельзя удалить или изменить. Голоса видны всем, но остаются анонимными. Исключается вмешательство третьих лиц. Никаких махинаций и подтасовок. Где это уже работает? В 2020 году голосование на блокчейне использовалось в США в Западной Вирджинии. В США тестируют электронные выборы на блокчейне. И я уже не говорю про частные компании, которые применяют его для корпоративных решений. Это уже тоже реальность. Смотрим дальше. Ну и, наконец, пятая сфера реального мира, где используется блокчейн. Логистика и отслеживание товаров. Гарантированное качество продукции. Например, крупные сети, удивитесь, Walmart, Nestle используют блокчейн, чтобы следить за поставками продуктов и предотвращать подделки. Пример? Ну, представьте, что вы покупаете мед в магазине. Откуда вы знаете, что он настоящий? С блокчейна вы можете сканировать QR-код на банке и увидеть всю цепочку поставок, где он был произведен, кем упакован и как доставлен в магазин. Вывод. Блокчейн – это не только про биткоин, это не только про криптовалюту. Он помогает банкам делать переводы быстрее и дешевле, позволяет заключать надежные цифровые контракты и без посредников, заметьте. И делает голосование и логистику прозрачным и безопасным. И это только начало. В будущем блокчейн станет частью повседневной жизни. Итак, плюсы блокчейна очевидны. Мы про них поговорили. А теперь давайте разберем минусы блокчейна. Они все-таки имеются. И первый минус – это высокое энергопотребление. Например, некоторые блокчейн-сети, биткоин, требуют огромного количества вычислительных мощностей. Факт. Одна сеть биткоина потребляет больше энергии, чем целая страна, например, Аргентина. Но есть решение. Современные блокчейны используют более экономичные технологии, например, Эфириум 2.0. Еще один минус. Сложность и высокая цена. Хоть блокчейн прозрачен, его реализация требует сложных технологий. Например, разработать блокчейн-систему дороже, чем создать обычную базу данных. Не все компании готовы перестраивать свою работу под новую систему, но с развитием технологий использование блокчейна становится проще и дешевле. Еще один минус, третий. Необратимость. Если ошибся, вернуть нельзя. И он как раз самый такой тяжелый для пользователей. В блокчейне нельзя просто так отменить перевод или исправить ошибку. Представьте, вы случайно отправили деньги не тому человеку. В банке вы можете обратиться в службу поддержки, а в блокчейн такой возможности нет. Транзакция записана навсегда. Это плюс с точки зрения безопасности, но это минус, когда вам нужно вернуть средства, если вы ошиблись. То есть вот этот момент, он сейчас как раз и не пускает пользователей в блокчейн и, в частности, в криптовалюту. Многие, не все готовы нести ответственность за каждое принятое свое решение. Итак, давайте сделаем вывод.
Как любая технология, блокчейн не идеален, но его плюсы делают его одним из самых перспективных инструментов будущего. Он безопасный, он прозрачный и он удобный. Но пока требует доработок, особенно в скорости и удобстве использования. Развитие блокчейна только начинается, господа, и со временем он станет частью нашей повседневной жизни. И как любая развивающаяся технология, она будет развиваться, совершенствоваться и, скорее всего, прощаться. Итак, мы разобрались, что такое блокчейн, как он работает, где используется. Самое интересное, что ждет блокчейн в будущем? Давайте пофантазируем. Нет, не пофантазируем, давайте разберемся. Точнее, давайте построим логические цепочки развития того, что мы уже сейчас наблюдаем в реальной жизни. Итак, первое. Массовое использование в повседневной жизни. Сегодня блокчейн ассоциируется в основном с криптовалютами, но в будущем он может стать частью нашей жизни, так же, как интернет или смартфоны. Представьте, ваш паспорт, водительские права, медицинская карта хранятся в блокчейне, их невозможно подделать или потерять. Голосование на выборах проходит в блокчейне, честно и без фальсификаций. Покупка квартиры и машины оформляется за минуту с помощью умного контракта, так называемый смарт-контракт без посредников и бумажной волокиты. И факт, уже свершившийся, в Эстонии используется блокчейн. Мы с вами об этом говорили для цифровых удостоверений личности. И в США мы тоже об этом говорили, тестируют блокчейн-голосование. Следующее возможное будущее блокчейна в банках, будущее, которое началось уже сегодня, блокчейн в банках, государственных структурах также. Плюс к тому, многие страны уже тестируют национальные цифровые валюты, CBDC, цифровые версии обычных денег, работающих на блокчейне. Примеры. Китай запустил цифровой юань, Европейский Союз разрабатывает цифровые евро, ФРС США рассматривает возможности цифрового доллара. Что это значит? В будущем банковские переводы станут моментальными и практически без комиссий, а наличные деньги могут исчезнуть. И третий момент. Будущее. Экологичный быстрый блокчейн. Вот как об этом сейчас мечтают. Сейчас блокчейн потребляет много энергии, новые технологии делают его экологичнее и быстрее. Они потихонечку уже проникают в жизнь. Например, сеть эфириум перешла на новый метод работы, который уменьшил энергопотребление на 99%. Блокчейны Solana, Polkadot и другие позволяют проводить тысячи операций в секунду. Будущее. Скоро блокчейн сможет конкурировать по скорости с Visa и MasterCard. И при этом будет намного безопаснее и дешевле. Про использование блокчейна в играх и метавселенных можно уже даже не говорить. Это целая индустрия, будущие игры виртуального мира просто напрямую связаны с блокчейном. Это игровые предметы, которые они станут цифровыми активами, их можно будет продавать, покупать, переносить между играми. Метавселенные, виртуальные миры будут работать на блокчейне, и люди там могут зарабатывать в виртуальной реальности. Эта индустрия, она в ней как раз можно не сомневаться. Но примером являются такие игры, как сейчас Decentraland и The Sandbox. Они уже позволяют покупать виртуальные земли и строить бизнес в цифровом мире. И, наконец, будущее блокчейна – это полная защита данных и отсутствие подделок. Сегодня мошенничество и утечки данных – это большая проблема. В будущем блокчейн сможет защитить личную информацию, авторские права. Как это работает? Документы, дипломы, медицинские карты, прочие документы будут храниться в блокчейне, их невозможно будет подделать. Авторские права на музыку, книги, фильмы фиксируются в блокчейне, их тоже нельзя, возможно, украсть. Да такие примеры уже есть. Компания Sony уже тестирует блокчейн-защиту музыкальных записей, чтобы защитить права автора. Давайте подведем итог. Мы много сегодня говорили. Блокчейн – это технология хранения данных, которая безопасно и не требует посредников. Из того, что я уже успела рассказать, напрашивается вывод: блокчейн изменит мир. Мы стоим на пороге новой цифровой эры, а блокчейн станет ее ключевой частью. И больше безопасности и прозрачности будет в этом мире. Быстрые дешевые переводы, честные выборы и умные смарт-контракты в повседневной жизни. Игры, метавселенные, защита авторских прав. Очень много всего. Через 10 лет, я надеюсь, блокчейн может стать таким же привычным, как интернет. Может, и раньше.
Технология развивается быстро. Ну что, на этот раз мы закончили с блокчейном. Кстати, по блокчейну в криптовалюте и различным блокчейнам по криптовалюте я сделаю чуть попозже, наверное, отдельное видео. Мы сейчас говорили в целом о блокчейне в реальном мире и в криптовалюте, чтобы вы понимали, что блокчейн – это не что-то такое страшное, непонятное, это уже наша реальность. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, на YouTube или на Telegram Опи Крипто. Все ссылки уже в описании. Спасибо вам и до новых встреч!